Приветствую подписчиков и гостей моего канала. Я рад вас видеть на своем канале, посвященному нумерологии и психологии. Сегодня мы будем с вами разбирать значение числа 1 в нумерологии, какое оно относится к планете, какие имеет характеристики. Итак, Солнце – это планета, управляющая людьми, рожденными 1, 10, 19, 28 любого месяца, либо тех, чьи числа судьбы или имени сокращаются до 1. Качества Солнца, они будут рассказаны чуть-чуть ниже. И Солнце – это, скажем так, отец Солнечной системы, вокруг которого вращаются все наши планеты. Все живые формы в нашей Солнечной системе нуждаются в Солнце, как в источнике жизни. Любая планета, связанная с Солнцем, теряет свою силу. Любая планета, которая приближается к Солнцу слишком близко, подавляется. Солнце – это, можно сказать, царь Солнечной системы и определяет законы, присущие частицам энергии, космический закон. Солнце, славящееся своим постоянством движения, выполняет полный оборот вокруг своей оси за 25 дней. Например, в соответствии с индийскими писаниями, Солнце – это обитель предков и первая из 8 васу, то есть обитель сознания. Телом Солнца является сверкающая лучезарная масса, видимая невооруженным глазом. Его сознание представлено царем воинов, сидящим на своей колеснице, запряженной 7 конями, которые представляют собой 7 лучей света. В его колеснице лишь одно колесо. Солнце дарует убедительную, индивидуалистическую, роскошную и гордую природу. Солнце представляет собой очищенную мужскую энергию, связанную с Богом сохранения. Солнце характеризуется стабильной и бескорыстной природой, которая сильна, тверда, властна, царственна и всеми уважаемыми. Это Бог Востока. Друзьями Солнца являются Луна, Марс, Юпитер, Сатурн, Раху, Кету, то есть северное и южное полушария Луны. Это его враги. Меркурий состоит с Солнцем в нейтральных отношениях. Как утверждают астрологи, Солнце проходит каждый месяц через один из 12 знаков зодиака. Солнце получает свою экзальтацию, то есть наивысший подъем, в знаке Овна. Эта сила постепенно уменьшается до тех пор, пока Солнце не дойдет до знака Девы. От весов же его энергия начинается утрачиваться полностью, и в зодиакальном знаке Рыб она уменьшается до предела. Далее она снова начинает возрастать, и наивысший подъем наблюдается в Овне. Солнце также управляет зодиакальным знаком Овна. Солнце влияет на разум, поскольку оно делает его мужественным, властным, порывистым, сильным, хитрым, направленным в войне, готовым прийти на помощь к друзьям и жестоким по отношению к врагам. Подобно льву, у человека, управляемого Солнцем, более развита верхняя половина тела. Эти люди становятся знаменитыми и достигают высот профессиональной деятельности. У людей, связанных с Солнцем, раздражительный характер, поскольку оно управляет правым глазом, правой ноздрёй, правой стороной тела и левым полушарием головного мозга. Число души 1 – это число тех, кто родился 1, 10, 19 или 28 числа любого месяца. Люди с числом души 1, управляемые Солнцем, которое дает им ясность цели и мысли. Оно имеет склонность привязываться к собственным идеям, особенно когда они убеждены в том, что находятся на верном пути. Очень трудно заставить таких людей изменить свое поведение, мнение или решение. Они также быстро могут формировать свои мысли. У них ясное понимание жизни и собственная точка зрения, которая доминирует над всеми, с чем они сталкиваются в жизни. В своих проявлениях такие люди часто трезвы, тверды, пунктуальны и ясны. У них сильная индивидуальность, и они нуждаются в обилии внимания и уважения.
Они сами могут позаботиться о других и хотят, чтобы все им подчинялось. Они легко заводят себе друзей и с трудом отказываются от дружбы. Они властны и очень удачливы при получении помощи от представителей власти. На протяжении всей жизни им сопутствует удача, о таких говорят счастливчики. Они любят свободу и ненавидят воздержание. Они любят новизну и пытаются во всем, что делают, использовать современные методы и технологии. Они выдают беззаветные идеи за собственные, под новым углом зрения. Они созидательны и изобретательны, и большую часть времени обладают положительными и оптимистическими установками. Они более живучи, чем другие люди, и способны выполнить любую физическую тяжелую работу. Обладая в большинстве высокой духовностью, у них большое сердце, и они верят в любовь. Также такие люди любят очень много работать. Они свободны от зависти, злобы и недовольства. В своей работе они продуктивны, честны и порядочны, и большую часть времени совершенно правильны, потому что принимают верные решения в нужный момент. Эти качества помогают им возвышаться над другими. Они достигают высокого положения на работе, потому что всегда думают о том, как подняться еще выше. Для этого они много и упорно работают и заняты этим большую часть своего времени. Если же они не добиваются успеха, то становятся печальными, впадают в пессимизм, становятся разочарованными и раздражительными. Также у них может развиться депрессия. Люди с числом 1 имеют подвижный ум, полный новых мыслей и идей. Они с легкостью начинают новые движения. Они любят жить в роскоши, по-царски и тратят деньги на приемы в основном расточительно. Они легко тратят деньги на покупку подарков для других. Они всем рады поделиться с гостями и друзьями. В отношении религии это большие энтузиасты. Они часто думают, что рождены для выполнения особой миссии. Для этого они много и упорно работают, даже если это предполагает жертвы или неудобства. Они стойко встречают взлеты и падения в своей жизни, не теряя мужества и без лишней нервозности. Они не любят критики, но любят критиковать других. У них хорошие манеры и хороший вкус. Они не любят беспорядка, лени, медлительности, ложной гордости, лживых обещаний и безделья. Они хотят неограниченной свободы. Они ясны во всем, что касается самовыражения, и любят краткие ответы на свои вопросы. Они вступают в религиозные и общественные организации, но если им не представляют никаких ключевых позиций, то легко расстаются с ними. Они могут помогать только в том случае, если обретают внимание к себе и получают признание и восхищение за свой тяжелый труд. В основном их замечают и любят представители противоположного пола. Они влиятельны и оказывают давление на своих друзей и коллег в том числе. Активные годы жизни у них с 35 до 39 лет. Они дисциплинированы, устремлены вперед, практичны и серьезны. Они очень добры, и с ними легко сотрудничать, и они могут контролировать свои нервы. Они остаются твердыми и решительными даже при неблагоприятных условиях. Они упорны и иногда очень легко раздражительны. Подобно Солнцу, они являются источником света и радости и предназначены для служения всему человечеству. Такие люди любят путешествовать и могут адаптироваться к любой ситуации. Они любят жить и восхищаться искусством и красотой. Они готовы принять правду и изменить свое мнение, потому что для них правда всегда важнее. Они собирают отовсюду идеи и создают свой собственный образ мышления, не следуя традиционным воззрениям места, где родились. Они всегда заботятся о том, какое впечатление производят на окружающих. Они в основном дружелюбны, готовы пойти на помощь и могут за короткое время установить контакт с новыми людьми и вдохновить их. Они вдохновляют молодежь и стремятся, чтобы молодые люди всегда сами становились лидерами. В своем обществе они становятся знаменитыми и вызывают восхищение своей работой, уравновешенностью, грациозностью и щедростью. Предостережение для людей числа 1 можно назвать, что
необходимо думать о своих финансах более тщательно и не растрачивать их на бессмысленные шоу, приобретение дорогих подарков, одалживание денег других людям, инвестиции в бизнес. Они не должны рисковать, участвуя в финансовых махинациях. Они не должны принимать поспешных суждений, потому что это принесет им неудачу. Также таким людям лучше воздерживаться от следующих, например, быть чересчур амбициозными, быть слишком независимыми, беспечными, быть слишком властными, подавляя других, быть слишком критичными к себе и к окружающим, требовать все время к себе внимания, хвастаться и чересчур быть чувственным. Это касается мужчин. Борьбы в одиночку, отказа от помощи, безрассудного расточительства по отношению к друзьям и гостям. Число 1 – это хорошее число судьбы в качестве числа души. Оно заставляет людей усердно работать, чтобы добиться в жизни выдающего положения, но люди с числом 1 наслаждаются плодами других людей. Люди с числом 1 становятся важными в узких кругах, осознанно или неосознанно, в то время как люди с числом души 1 хотят стать знаменитыми, известными и выдающимися во всем. Они считаются удачливыми и награждены здоровым умом в здоровом теле. Они становятся лидерами и начальниками во всех кругах. Так как они могут ясно видеть будущее и выдвигать соответствующие планы, они достигают успеха без особых усилий. Они неожиданно получают деньги и с легкостью их тратят. Становятся известными за свою воздержанность, терпение, организаторские способности и настойчивости. Если же к этому добавить еще и духовность, они становятся во главе духовных организаций и превращаются в настоящих учителей. В качестве учителей они четкие, точны до скрупулезности и привержены истины. Но так как 1 в основном число мировых достижений и успеха, редко можно найти выдающегося духовного лидера. Люди материалистичны, логичны и интеллектуальны. Духовные же требуют эмоциональности и веры, а не логики. Число 1 делает своих обладателей идеалистичными, вежливыми, добрыми, готовыми прийти на помощь и быстрым в понятии суждений. Хотя они большую часть времени правы, и в период слабого солнца, это октябрь, ноябрь, декабрь, они могут совершать ошибки. Это приносит им разочарование, но учит умеренности. Они вдохновляют своих коллег и поощряют молодежь становиться лидерами. Они умны, всегда улыбаются, привлекательны. Они не являются очень романтичными в том, что касается женитьбы или любви. Они несчастны, однако они становятся великими рассказчиками. Их любят представители власти. Если их числа души и имени благоприятны, то люди с числом 1 превосходят все ожидания и становятся лучшими во всем, что они не делают. Но если же числа неблагоприятны, то эти люди прекращают участвовать в общих делах и уходят в себя. Тем не менее, так как они удачливы, они все равно добиваются успеха и подъема в материальной области. Такие люди рождены с миссионерскими запросами и имеют цель в жизни. Женщины с числом 1. Неработающие женщины с числом 1 направляют свою энергию на домашнюю жизнь. Они создают хороший микроклимат для своих друзей, гостей и членов семьи. Они помогают бедным и нуждаются и становятся известными матерями. Они уверены в успехе, осмотрительны, чувственны и смело смотрят в лицо трудностям. Если они работают, то занимают важное положение благодаря своим хорошим качествам. Они социальны и ко всему относятся по-царски. У них сильный характер, они упорядочены, любят все систематизировать, обладают хорошими манерами. Мужчины с числом 1. Заботящиеся о политической карьере, не связанные с какой-либо партией и не работающие, становятся известными, занимают высокие посты. Они направляют свою энергию на улучшение жизненного уровня бедняков. Они предельно амбициозны, являются в своих областях первопроходцами. Если они писатели, то непременно классицисты, которые четко с выражением своих мыслей, их тема всегда оригинальна. Работающие мужчины с числом 1 становятся начальниками, если они рождены в период сильного солнца или 28 числа любого месяца.
то достигают хорошего прогресса в своей работе. Они получают призвание как со стороны начальников, так и со стороны подчиненных и занимают главенствующее положение. Если это бизнесмены, то они находят свою удачу в период с 35 до 49 лет и делают достаточно много вложений, чтобы обеспечивать собственное будущее в форме недвижимости или банковских счетов. Затем они посвящают свое время и энергию благосостоянию человека. Если это политики, то они становятся во главе своих организаций. Число имени 1. Люди, обладающие этим числом, долго все помнят. Само по себе число 1 не способно приносить большой успех, но если ему помогает число судьбы 1, это приносит большую пользу, известность, сотрудничество, славу и понимание. Тем, у кого число имени 1, легко добивается прогресса во всех областях. Оно помогает писателям, поэтам, музыкантам, актерам или лидерам. Число имени 1 отображает даже после смерти. Оно эффективно и благотворно только в общественной сфере. Слабые периоды для числа 1 – это периоды слабого солнца – октябрь, ноябрь, декабрь. В это время люди могут ощущать падение интереса к своей работе, проблемы со здоровьем, стрессы и напряженность. Они могут страдать от финансовых убытков, испытывать ненужное беспокойство, их могут обвинять в ошибках, и они могут иметь плохую репутацию. Эти люди не должны строить новых планов, браться за новую работу и ввязываться в новые приключения. Инвестиции, совершаемые в этот период, не принесут хороших плодов. Мужчины с числом 1 должны во время этих месяцев воздерживаться от излишних половых контактов с представителями противоположного пола. Сильными периодами являются с 21 марта по 28 апреля и с 10 июля по 20 августа. Эти периоды более всего подходят для претворения новых планов, инвестиций, новых обещаний, подписания новых соглашений и новой работы. Благоприятные даты для них являются 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 и 31 число любого месяца. Но числа 1, 19 и 28 особенно хороши. Все начинания, совершенные в этот день, легко претворяются в жизнь. Эти числа могут быть поворотными пунктами в жизни и являются особенно удачными, если приходятся на один из сильных периодов. Благоприятными днями будет воскресенье и понедельник. Если воскресенье или понедельник приходится на 19 или 28 число любого месяца, они будут еще более благоприятными. Рекомендуемые цвета для таких людей – оранжевый, желтый, золотой и медный. Эти люди должны носить эти цвета дома и на работе. Стараться, чтобы занавески, подушки, постельное белье, скатерти и покрывала были этих цветовых гамм. Носовой платок одного из этих цветов очень полезен в часы стресса и во время слабостей. Если эти люди даже просто посмотрят на такие цвета, то их наполнит положительной энергией. Драгоценные камни для мужчин подходят рубин, который носят в кольце, повернутым в сторону ладони на безымянном пальце левой руки. Рубин следует покупать в воскресенье или понедельник и носить после выполнения соответствующих ритуалов. Женщинам, чье число является 1, не рекомендуется носить рубины. Они могут носить гранат и другие камни, заменяющие рубин, например, красный сапфир. Все мужчины, которые родились 10 дня или 10 месяца, или в этой дате месяца рождения или годе рождения, которых есть 0, должны, вне всякого сомнения, носить рубиновые кольца. Женщины же должны носить гранатовые украшения, кольца, подвески и так далее. Здоровье и болезни. Хотя все люди с числом 1, они имеют крепкое телосложение, и они постоянно испытывают проблемы с кровообращением и страдают в старости от высокого давления. Их глаза также доставляют им всевозможные беспокойства. После 56 лет они могут часто попадать в больницу, но обычно быстро выздоравливают и живут достаточно долго. После 50 лет им рекомендуется принимать пищу, которая очищает кровь, и воздерживаться от тяжелой работы. Для поддержания циркуляции крови им следует массировать свое тело, смазывая его маслом кунжута либо миндаля.
Для них полезны любые упражнения, которые благоприятно влияют на кровообращение. Им не нужно принимать пищу, повышающую кислотность. В их организме преобладает желчь, и им следует поддерживать кислотно-щелочной баланс своей крови. Преобладание желчи в таких людях следует из гнева, печали, страха, физического напряжения, неправильного пищеварения и употребления в пищу кислого, соленого и сухого. Пребывание на солнце и жаре также повышает желчь. Желчность увеличивается сама по себе летом и осенью, в полдень или в полночь. Они должны избегать масляной пищи, рыбы, мяса, вина и простокваши. Им также не следует есть поздно вечером. С какими числами дружит единица? Единица дружит с числами любого месяца, которые вступают в отношения с числами, которые рождены в период с 1 по 10 августа. Они будут особенно хорошими друзьями. Люди с числом 1, естественно, тянутся к представителям противоположного пола, рожденным в любое время, которое сокращается от 1, 4 ибо 7. Люди с числом 1 вступают во взаимоотношения, которые сохраняются на протяжении нескольких лет. После этого им нужно начать какое-либо дело, которым они могли бы заниматься и которое было бы интересно для обоих. В противном же случае их взаимоотношения станут напряженными. Люди с числом 1 несовместимы для женитьбы с людьми с числом 4, однако четверки дают числам 1 энергию. Люди с числом 7 не годятся для долгих взаимоотношений. Хотя люди с числом 1 находят обладателей чисел и 4, и 7 прекрасными для дружбы. Людей с числом 8 нужно избегать в смысле женитьбы, хотя они могут быть полезны в деловом партнерстве и в любовных приключениях. Женщинам с числом души 1 не рекомендуется выходить замуж за мужчин, чье число души судьбы или имени равно 8. Они должны также избегать тех, чей день рождения сокращается до 8, а также стараться не назначать день свадьбы на 8 число любого месяца. Хорошими годами для числа 1 будет 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 и 91 года жизни. Людям, рожденными 28 числа, рекомендуется заботиться о своем собственном будущем и откладывать деньги. Им следует быть осторожными в тратах и стараться не растранжирить все деньги, занимаясь бизнесом или судебными тяжбами. Итак, взаимоотношения с другими числами. Число 1 и 1. Двое людей с числом 1 являются совместимыми, но они не помогают друг другу в росте и развитии. Законы магнетизма говорят, что когда сходятся два одинаковых полюса, они отталкиваются, а притягиваются лишь противоположные полюса. Когда сходятся двое людей с одним и тем же числом, они легко становятся друзьями, потому что обладают схожими вибрациями. Но они не вызывают друг друга на соревнования. Они расслабляются и становятся бездеятельными. Если какое-нибудь из сокращенных чисел места жительства равняется 1, то оно будет оказывать благоприятное влияние на жизнь единиц. Люди с числом 1 приходят на взаимовыручку друг другу в бизнесе и в дружбе. Но так как оба они заинтересованы во власти и обладании силы, ни один из них не получит долговременных и надежных партнеров. Двое людей с числом 1 не составляют идеальной супружеской пары, им следует просто вместе жить. Число 1 и 2. Солнце и Луна обычно считаются мужскими и женскими объектами, отцом и матерью. Люди числа 1 и 2, управляемые соответственно Солнцем и Луной, не образуют идеальных супружеских пар и не являются закадычными друзьями. И хотя это пара противоположностей, их взаимоотношения из-за своего неравенства положения далеки от идеальных. Единица, будучи управляемая Солнцем, чересчур властна и доминирует над слабой и добросердечной двойкой. На людей с числом 2 единица легко оказывает влияние и иногда полностью меняет их воззрение. Двойки выступают ведомыми, подчиненными рабами. Это создает психологические проблемы для двоек, которые по своей природе являются темпераментными и неуравновешенными.
Если мужчина с числом 1 заинтересован в друге рабе или жене рабыни, он должен, несомненно, выбрать двойку. С другой стороны, жена-двойка принесет проблемы и сделает его еще более властным и упрямым. Чтобы обрести большую власть в политике, единицы должны пытаться привлечь в свою партию как можно больше двоек. Единица и число 3. Число 3, управляемое Юпитером, другом и учителем Солнца, является для единицы предпочтительным. Люди с числом 1 должны подбирать для более благоприятных и удобных жизненных условий места жительства, характеризующиеся тройкой. Соответственно, единицы должны подбирать для назначения свиданий и новых начинаний даты, характеризующиеся нумерологической тройкой. При женитьбе и деловом партнерстве тройки извлекают из единиц больше выгоды, а не наоборот. Люди с числом 3 – хорошие советники, и они дисциплинированы. Между тем, как они мало заботятся о себе и часто бывают окружены противоположным полом, они не являются хорошими спутниками жизни для единиц. В качестве деловых партнеров тройки также ниже похвалы. Единицы по своей природе хорошие работники, и они много и усердно работают, в то время как тройки лишь пользуются плодами их трудов. В политике для единиц дружба с тройкой весьма полезна, потому что тройки экстравертные ораторы и являются друзьями на все случаи жизни. Эти качества делают единиц известными, знаменитыми лидерами или политиками. Предвидение будущего и советы троек станут для единиц хорошей порукой. Люди с числом 3 прекрасно принимают единиц в качестве лидеров политической организации. Они обладают фантастическими организаторскими способностями, а так как единицы тоже хорошие организаторы, они вместе образуют очень надежную политическую команду, чьи идеалы и чья работа вдохновляют массы. Число 1 и число 4. Число 4 управляется Раху, врагом Солнца в индийской мифологии и астрологии. Человек с числом 4 – враг человека с числом 1, который всегда привлекает к себе враждебные числа, то есть противоположные полюса притягиваются. И они странным образом становятся друзьями. Единицы, естественно, привлекают к четверкам и притягиваются им руку помощи, хотя четверки не отвечают взаимной энергии, и они могут наделить единиц романтичностью. Они легко становятся друзьями. Дружба должна благотворно влиять в разной степени на обоих друзей, но в данном случае только четверки пользуются выгодами такой дружбы. Люди с числом 4 не слишком выгодны для людей с числами души и имени 1. Они хороши для людей с числом судьбы 1. Число 1 и 5 состоят в дружеских взаимоотношениях, но эти числа не являются идеальными друзьями. Число 5, управляемое Меркурием, планетой, которая ближе других расположена к Солнцу, эта близость к Солнцу доставляет Меркурию беспокойство, и оно много раз в году испытывает ухудшение в своем положении. Люди с числом 5 отказываются принимать их влияние. Пятерки никаким образом не смогут причинить единицам зла, поскольку они обладают независимыми характерами. Они не могут гармонично сотрудничать вместе. Единицы изначально нервируют пятерок, и пятерки пытаются осчастливить всех вокруг себя, и им приходится много работать, чтобы умилостивить единиц. Оба эти числа – большие любители того, что считается новым в современном. Никто из них не верит распространенным суждениям, поэтому они могут в общих интересах работать вместе. Но единицы идеалистичны, в то время как пятерки – нет. Они всегда имеют различные суждения. Тем не менее, в политической и общественной области они могут работать вместе, и пятерка может оказаться для единиц весьма полезной. Число единица и 6. Число 6 управляется Венерой. Солнце и Венера – они враги. Женщины и мужчины с числом 6 очень различны, поэтому нам нужно исследовать 4 группы взаимоотношений. Эти группы также будем рассматривать при работе с другими числами, но у шестерок они имеют особое значение. Поехали. Мужчины числа 1 и мужчины числа 6. Они легко становятся друзьями, но эта дружба долго не продолжается. Это происходит из-за того, что шестерка не придерживается моральных установок и считает, что в любви и на войне все можно.
Шестерки не понимают идеалистичных единиц, которые придерживаются дисциплинированной жизни. Мужчины числа 1, занимающиеся политикой, могут извлечь пользу из мужчин числа 6, но это не так в деловом партнерстве. Мужчины числа 1 и женщины числа 6. Хотя мужчины числа 1 выгодны для женщин числа 6 и дарят им ценные подарки, для установления долгосрочных отношений это неподходящая пара. Женщины числа 6 не понимают мужчин числа 1 и из-за непонимания в общении их взаимодействия утихают. Женщины числа 6 могут работать секретарями мужчин числа 1 и проводить для них социальный менеджмент. Так как женщины числа 6 талантливы и имеют хороший вкус, а мужчины единицы любят красоту, они легко могут стать друзьями. Но ввиду того, что с такими женщинами не хватает дисциплинированности, они легко раздражаются, если их прервать во время работы. Они не являются идеальными жизненными партнерами для единиц. Женщины числа 1 и мужчины числа 6. Мужчины числа 6 не подходят для женщины числа 1. Они всегда путаются с другими женщинами, поскольку женщина числа 1 идеалистична, дисциплинирована и по своей натуре склонна к обладанию. Им не нравится такое поведение. Эта пара может вступать в хорошие взаимоотношения как коллеги по работе, но не как партнеры. Они хорошие попутчики во время путешествия. Женщины числа 1 и женщины числа 6. Эти взаимоотношения могут быть весьма хорошими, однако женщины числа 1 болтливы, а женщина числа 6 не дает ясности в выражении собственных мыслей. Двухмысленность шестерок может раздражать единиц. Женщины числа 1 любят медлительных женщин числа 6 и дарят им ценные подарки. Число 1 и число 7. В индийской системе число 7 управляется Кету, врагом Солнца. В западной системе оно управляется Нептуном. Люди числа 7 интуитивны, обладают воображением и склонны к фантазированию. Единицы восхищаются этими качествами, и так как они любят все новое и современное, то в силу своей амбициозности хотят притворить услышанные мысли на практике. Когда семеркам указывают на непрактичность собственных установок, они раздражаются и злятся. Это затрудняет совместную работу с ними. Семерки очень различные, но единицы всегда отличаются силой и удачливостью, и их не смогут раздражать семерки. Единицы могут извлечь выгоду из такой дружбы. Они могут задействовать семерок в качестве разработчиков или дизайнеров. Дружба с семерками приносит удачу всем числам. Семерки – хорошие числа для романтических отношений. Они могут озарить серую жизнь единиц и доставить им радость. Подчас непрактичные фантазии семерок могут оказаться губительны для представителей единицы, поскольку их нежелание вовлекать в деловое партнерство. В политике единицы и семерки могут хорошо работать вместе, но они всегда отличаются друг от друга. В сотрудничестве с семерками единицы с их помощью могут добиваться известности и славы. Единица и восьмерка. Число 8 управляется Сатурном, который представляет собой тьму. Солнце же представляет собой свет и управляется числом 1. Числа 1 и 8 – прямые противоположности друг друга. В соответствии с индийской мифологией, Сатурн является потомком Солнца и его жены Чхайни, тени. Сатурн – это непослушный ребенок, прямая противоположность своему отцу. Все это делает Сатурн весьма привлекательным, особенно для представителей противоположного пола. Люди с числом 1 могут иметь тайные любовные отношения с восьмерками, особенно если единица мужчина, а женщина восьмерка. Число 1 часто является директором предприятия или законодателем. Восьмерка же не любит подчиняться закону. Число 1 любит дисциплину и законопослушность, в то время как восьмерка создает беспокойство и возбуждение. Так как влияние восьмерок для единиц пагубно, женщинам с числом 1 особенно не рекомендуется выходить замуж за мужчин с числом 8 или назначать свадьбу на 8 число любого месяца. В политике восьмерки всегда противопостоят единицам. Люди с числом 1 должны дарить черную одежду, черные, например, семена кунжута, синий сапфир или лазурит, нуждающимся в старости и умудренным опытом восьмерки. Число 1 и число 9. Число 9 управляется Марсом, другом Солнца. Солнце получает свою экзальтацию в зодиакальном знаке Овна, в котором
который управляет девятком, наполняет единиц положительными вибрациями и энергией и заставляет их лишиться своей индивидуальности. В любой другой компании они выступают как один человек. В нумерологии числа 9 и единица идентичны. Единица – это начало, а девятка – это конец, хотя оба являются властными числами, наполненными энергией и совершенством. Единица удачливы, а девятки не столь счастливы и страдают от неразрешенных проблем. Будучи прямолинейными и уверенными в своих силах, число 1 может помочь в этом девятке. Единицы – это усердные работники, которым свойственна большая практичность. Мужчина с числом 1 должен подготовиться к проблемам, с которыми столкнется, если женится на женщине с числом 9. Ее стремление к уединению не так легко будет принято мужчиной числа 1, который весьма общителен. В противоположном соотношении полов женщина с числом 1 находит любовь к уединению, мужчины числа 9 весьма удобны. Они образуют идеальную пару, хотя девятка очень подходит единицам при любом взаимоотношении. Единицы должны много и усердно работать. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и вы, возможно, увидели или узнали что-то новое для себя. Я буду рад вас читать, и хорошего дня всем.